хорошие мои, я вас приветствую. Здесь немножечко быдламчик. Сейчас объясню, что к чему. Готовилась я, значит, к раскладу. И у меня выпали две вот эти карты. Ну, я их как бы уточнила по ходу дела, то есть, собственно, в состоянии рабочего процесса. И вот вам интересные моменты, намеки, еще до того, как я его начну, этот расклад. Я, естественно, эти карты все буду собирать. Это на случай того, кто любит рассуждать на тему, что кто-то подтасовывает и тому подобное. Я специально их оставила, потому что, во-первых, это была подсказка для меня же. Смотрите, девочки и мальчики, в чем интересный момент. Покушение на ваши блага, на вашу связь с высшими силами. Не хотели, чтобы вы слышали их, они слышали вас. Нападение на ваш семейный бизнес, на ваш очаг, на ваши доходы, на ваше детище, дело, вашу карьеру, ваш бизнес. И смотрите, как интересно. Вы от этого ушли, вы освобождаетесь. Окей, но я задала вопрос, на что обращены высшие силы. И смотрите, здесь ваше пространство для общего сотрудничества. Возможно, даже вы не знали об этом. То есть не было, знаете, пришел человек, написал, с вами познакомился. Нет, здесь все из-под тишка, на тихорцу, понимаете, из-за спины, как крысы только делают. Стягивание вашего ресурса. То есть были подключки на астрале, на ментальном уровне, это все проходило. И не только на этих уровнях. Чтобы как бы вы, ваш ресурс, помогал жезловому королю. Магу-практику, который играет в порядочного. Который очень сердечный, любезный в компании, особенно в той компании, которая у него заказывает его работы. Понимаете, человеку хотелось нежданчиком хватануть ваше наследие. Наследие – это не только ваш финансовый канал, ваш бизнес, как я уже сказала, ваши доходы, ваше процветание. Здесь наследие вашего рода, здесь ваши способности, здесь ваша связь с силами. И то наследие, которое они дают вам, потому что это ваше. Этот человек за вами шпионил, за вами подсматривал. Как я уже сказала, только крысы так делают. То есть, понимаете, здесь проходит человек знаний, да, человек силы, ну, практик, маг, вот так еще можно это назвать. Но, ребятки, понимаете, достойные практики так не поступают. Вы же сами понимаете, так делают только крысы. А крысы у нас где живут? Правильно, в сточных каналах. И вот смотрите, шпионили, пытались перенять пытались понять, кто вы, скопировать вас, дабы обмануть и высшие силы, обмануть и низшие силы, и знать, на какой козе к вам подъехать. Хотели власти, понимаете, но секретно стырить ее у вас. Очень внимательно следили за вашими мыслями, за тем, как вы говорите, что вы думаете, что вы несете в мир. Так вот, данный человек, король жезлов, в очень болезненном состоянии, что касаемо его дома, бизнеса, финансов, семьи, любви, подарков, наследства. Он очень привязан к своим вещам. Причем люди, которых он к себе привязывал с помощью магии, одевая на себя мороки, чтобы казаться лучше, чем он есть, это тоже его вещи, его понимание. Слишком он ссался за свою собственность.
это только начало конца, милый. Здесь полное обнуление у человека, не только финансовой стороны его жизни, эмоциональной, деятельной, да, умственной, мыслительной. Здесь полное обнуление способностей тех, которые были даны ранее. И это только начало расклада. А теперь, девочки и мальчики, я снова вас приветствую. И мы начинаем. Сегодня я хочу посмотреть такой аспект, как кто такие д'Артаньяны в нашей жизни, какого ляда они вообще нарисовались, кто им тыкнул на вас пальцем, кто у него вас заказывал. Вот люди из прошлого, сразу могу сказать. Люди из прошлого, о ком у вас, возможно, имеются приятные воспоминания. Вы отказались от общения с этими людьми. Вообще, откуда растут ножки? Давайте посмотрим. То, что этот человек уже больше не практик, прекрасно мы знаем из предыдущих наших раскладов. Человек потерял свои способности. И что самое интересное, на данном этапе, вот такие д'Артаньяны, знаете, чем заняты? Вольтовством. Ну, то есть на вольт работают по ночам в основном последние несколько дней. Для кого это актуально, вы подумывали? То есть вперед на баррикады, знаете, с чем вам работать. Вольт — это не обязательно кукла Вуду. Вольт — это не обязательно с вашими какими-то аспектами. То есть там достаточно фотографий. Кто-то может работать и с вашим образом. То есть мыслеформами вгонять вам в голову, что надо, да? То есть мыслите шире. Вот так вот. Это не обязательно кукла. Хотя зачастую да, плюс туда фотография ваша. И так что самое забавное, вот эти персонажи себя не показывают, ссутся. Потому что прекрасно понимают, что у вас и без их фотографии, и без их данных прекрасно получается их найти в пространстве и дать мандюлей. Вот так-то. То представьте, что будет, когда у вас появятся эти все вещи. Они обязательно появятся, а у кого-то из вас уже есть доступ. Поэтому, пожалуйста, подсказки, как действовать против данной персоны у вас и у нас есть. Итак, вам подарок и наследство. Знаете какое? Его сила перейдет вам. Вот так-то. Ибо не надо было лезть туда, куда он полез. И давайте посмотрим, ребята. Смотреть мы будем сегодня на нескольких колодах. Кстати, готовила веретника. Здесь карта расплаты выходит. На дне колоды здесь в жертву вас садил человек, этот же знахарь. Кстати, этот якобы практик уже обращается за подмогой к другому практику. Бывает и такое. Расплата пришла. Я оставлю это, посмотрите потом. Все равно я буду еще эту колоду подготавливать. Мы посмотрим. Итак, как этот человек относится к вам? О, наказать вас хочет. Посадить в состоянии повешенного, в утопию. Наказать, понимаете? Наказать за ваше бескорыстие. Вы должны, по его мнению, раскаяться и искупить вину. Здесь крадники на ваш бизнес, на ваши проекты, на ваши идеи, на ваши финансовые каналы, доходы.
Но на самом деле человек вас перезапустил своими влияниями. Не важно, чего он хотел, важно то, что вы перезапустились. Понимаете, вы перепрошились. Хорошо, окей. Давайте-ка теперь уточним. А за что, по твоему мнению, должны раскаяться? Что там должны искупить? У вас есть то, чего нет у него. Нифига себе, вы представляете? Вот это дядя немножечко утыкался хуями, да, как новогодняя елка. Вы должны раскаяться в том, что у вас вибрации выше, чем у него. У вас большая наполненность духовная, эмоциональная. У вас больше знаний, у вас больше сила. Здесь зависть. Видимо, не покорились, да, его магии. Ведь он так привык учить. Из-под тишка вот там где-то. И желательно тем людям это внушать, которые видят в нем что-то важное, что-то ценное. Потому что, когда встречается сильный человек, он будет нападать только из-за спины. А как же по-другому себя проявить и показать-то слабо? Просто слабо, яичек нет. Отбили, видимо, в детстве. Вопрос в том, слишком перелюбила мама или недолюбила. Итак, раскаяться вы должны, понятно? Вы должны отступиться от своих планов, от своих идей, от того пути, который вы избрали для себя. Вы должны отказаться от силы, от власти, от статусности, которая вам положена по праву вашего рождения, которую дают вам боги, дают духи-помощники, защитники, демоны, ангелы, бесы, да кто угодно, неважно кто. Желательно вот это все, чтобы ему просто так пошло, понимаете, в его рыло. Ваша стабильность, ваши полномочия. Потому что закон на вашей стороне. И здесь некоторые, знаете, какой? Здесь закон Вселенной, когда все должно быть в балансе, поэтому вам помогают эти силы. Потому что вы проводите энергии согласно кодексу чести, совести, знаний и тому подобное. Согласно морали, и у вас есть воля. Понимаете, у вас есть стержень. Он, видимо, нежданчик схватил. Думал, что все будет так просто, как и с предыдущими. Потому что, как ни крутите, давайте будем честны, даже на этом же ютубе, обращаясь, ко мне не один уже раз обращались мои клиенты, которые говорили, что обращаясь к некоторым практикам, неважно к каким, тарологам, у которых свои каналы, причем они считаются уже мастодонтами на этом ютубе, люди получают к себе пренебрежительное отношение. Вот здесь из области этого же кардебалета личность, понимаете? Я сейчас не рассматриваю конкретно кого-то из тех, у кого есть канал YouTube. Тут вообще не об этом речь. Я сейчас рассматриваю персонажа, который сидит под мороками и считает, что его не видать, не слыхать, и что он вас запутал. Что вы сидите и не понимаете, откуда ветер дует. Итак, его отношение к вам понятно. Собственно говоря, у вас есть великодушие, понимаете? У вас есть те защитники, которых нет у него. Жаба. Жаба. И по справедливости, представляете, я только говорила о справедливости, о законах Вселенной. Здесь уважение сил к вам идет, понимаете? За счет того, какой вы подход имеете к этим силам. За счет того, почему вы вообще к ним обращаетесь и с какой целью. Ему это не понять, как это так. Что ж это такое-то? Вы, понимаете, вы проводник гармонии, гармоничных энергий. Когда надо минус, будет минус. Когда надо плюс, значит будет плюс. К вам люди прислушиваются. Вас люди, понимаете, уважают не потому, что вы на себя что-то одеваете, либо носите маски.
Ну, то есть, поймите, вас уважают такие же, которые, как вы, на таких же вибрациях. А все, что ниже, на него не стоит тратить ни время, ни обращать внимания. Так, с тобой мы разобрались. По какой причине ты вообще начал пырхаться и дергаться? Так, птицу удачи хочу, через сердечную чакру действую, притворяюсь влюбленным на астрале, ментале, либо же по факту на физике. Здесь привороты, вот эти все моменты любятинской магии. По этому принципу мы действуем, что за своей спиной держим. Здесь, знаете, человек мог притворяться для вас другом, притворяться, опять же, таки влюбленным в вас. Мальчики, девочки, здесь не важно, кто будет смотреть. И не важно, кого вы даже будете загадывать. Но я больше смотрю именно здесь выпал мужик, смотрим на мужика. Здесь четко и конкретно смотрим дядю. Понимаете, нет у человека дружбы истинной, родственности нет, согласия нет. Знаете, в чем его боль? Он одинок внутри. Он одиночка. Потому что даже если есть люди, которые к нему хорошо относятся, он прекрасно знает, что узнай они истинную его личину, они бы никогда не стали с ним общаться. И он прекрасно это знает. Значит, скоро это все и вскроется для этих людей. И здесь любятина. Здесь пришли, заказали приворот, он делает приворот. Отворот делает отворот. И все через эмоционалочку работает. По стариночке 3D пространства. Так. Человек тут, я не знаю, сейчас посмотрим, какого он вообще на вас вышел, с помощью кого и почему, по какой причине. Но здесь, знаете что, с одной стороны, коль ему на уши хорошо там лапши навешали, а такому можно навешать. Это, ну, они только называют себя практиками. По факту это так. Баловство. Коль ты человек, а не умеешь рассмотреть, который к тебе приходит. На самом деле не можешь рассмотреть. Другой вопрос, если ты видишь, кто это, притворяешься дурнем и смотришь, насколько человек может пасть, дабы думать, что ты глуп и распознаешь врага, как говорится. Это уже вторая история. Мы говорим сейчас четко об вот этой ситуации. И здесь либо хотел вас штрафануть за то, что якобы вы на кого-то магию там отправили. А вы, кстати, отправляли? А ну давайте-ка. Да нет, вы не отправляли. Вы просто отказались от общения с тем человеком, который его попросил об этом. Либо же это и есть этот человек из прошлого. Вы, ну, просто ушли в свое. Хорошо, уточним. Куда вы ушли? Ребята, вы закрыли все вообще ходы этого персонажа. Либо того, кто обратился к этому практику, да, и пожаловался на вас. Вы вообще просто закрылись и сказали, что этот человек в вашем пространстве просто мусор. И кого-то это сильно запаяло, потому что не получается дальше вас вокруг пальца обводить, как раньше, понимаете, и пользоваться вашими ресурсами. Так вот, здесь либо хотел, значит, кого-то чистил и отправлял, не пойми что, ваше влияние, которых нет, понимаете? Каковые вообще не имеются с вашей стороны. И плюс здесь обнуление ваших магических способностей, понимаете? А потом этот персонаж решил, что он вашу птицу удачи еще будет на себя одевать. Так не впихнуть невпихуемое, детка. Понимаешь? Не влезет оно в тебя. Ты слишком
мелочен для этого. Смотрим, третьи лица замешаны ли в этом кардебалете. Йотунских дурней. Итак, есть ли третьи лица? Как этот человек вообще на вас вышел? Ну, во-первых, это вам для вашего роста дано. В предки духи вашего рода сами его к вам привели. Это ваше посвящение, ваше обновление, причем и нравственное тоже, и духовное возрождение. Вы с помощью этого персонажа переходите к совершенству. То есть здесь я еще хочу сказать, здесь подтверждается то, что я сказала сразу, вам переходят его способности. И он на это уже никак повлиять не сможет. Вам это закрывали. Вам это закрывали. Хотели, чтобы вы в одиночестве находились. Кому-то насмерть делали, да. Чтобы вы были изгнаны из общества. Чтобы вы сидели где-то там у себя на задворках тихонечко. Никак себя не проявляли. Тем более в социуме. И... Здесь какой-то мечевой король обращался к этому человеку, к этому мужику, типа для чистки. Ну и, видимо, для дополнительных воздействий на вас. На вашей защите стоит Родду. И не только Родду. Стоят боги, стоят силы. Но общение с этим мечевым вы закрыли раз и навсегда. Вы освободились от него, все. И ему перестало фартить. Его накрыло все то, что он на вас сделал. Так, что этот мечевой на вас сделал? Этот человек хотел власти над вами. Давно на вас пытался воздействовать, обращался не только к этому, на кого мы сейчас смотрим. Просчитал якобы все, говорит. Я просчитал и к тебе обратился. То есть, понимаете... Убожество обратилось к такому же за магической поддержкой. Почему я так говорю? Во-первых, вы же понимаете, да, что коль этот практик не увидел истины и той реально лапши, которую ему навешал на уши вот этот красавец. Соответственно, нападая на вас, вот этот практик, превращается теперь вот это ничтожество, которое к нему и обратилось. Он берет на себя карму того, кто обратился, и вашу, коль на вас нападал. А здесь нападение на вас, естественно. Потому что этот у него попросил, допустим, вас закрыть, вашу защиту содрать, себя почистить, вас там, допустим, в подчиненное положение вкинуть, чтобы мир мертвых по вам работал. Здесь подселы, суккубы, инкубы, вызовы, привороты и тому подобное, присушки, егильеты. И этот практик такой посмотрел на вас и говорит: ух ты, я хочу с этой песочницы что-нибудь себе. И тупо начал забирать ваши дары, вашу силу, понимаете? И опять этот мужик, я уточняла, что за мужик, думала, может быть, женщина какая-то под мужскими, ну, под подселами, либо на мужских энергиях. С этим человеком вы закончили отношения. Из-за его фальши, из-за его обмана.
Он с вами не делился, он в вас не вкладывался столько, сколько должен был, для того, чтобы был совершенный и гармоничный энергообмен. Этот человек мог обмануть, оставить, бросить на деньги, предать, пообещать не сделать, все время манипулировать, лгать. Понимаете, здесь двойное дно. У человека всегда двуличность, всегда, и не только с вами, понимаете? Неважно, кто этот мечевой, ваш бывший, там, ваш начальник, друг, товарищ, брат, сват. Но здесь мужик обратился к мужику. Ну, послушался лоха, сам в него превратился, молодец, давай. Вот так и работает сейчас 5D. Вот так вот и вычисляет, кто слаб, а кто реально... ну, практиком является. Пошел за советом к целителю, блядь. Ой, ну, вы поняли. Французский ворвался в прямой эфир. Говорит, тайны мне открой. Реши мои проблемы. Вот зачем он к нему пошел. Вот так-то. Выяснили. Давайте посмотрим еще, что же за это. А почему этот... Так, хорошо, так, сейчас. Что сейчас с вот этим мечевым, который обратился к этому практику? Человека нет достатка, все, роскошь для него закрыта. Если была доступна, она у него завершается. Я сейчас даже не буду уточнять, возможно, этот практик и на этого красавца мечевого сделал крадники. Здесь, знаете как? Уверенности в себе нету этого мечевого, свободы нет, он обременен чем-то. Давно во что-то вкладывался, строил дело, либо же семью с кем-то, да, допустим, отношения. Здесь какая-то женщина могла уйти, в которую вкладывался долгое время. Здесь вкладывался в какой-то проект, бизнес, какое-то сотрудничество. Все это осталось, ну, на задворках его жизни, все. К нему больше никто хорошо не будет относиться. Здесь человек явно под мороками, оморочками, может бухать, наркота, может проходить здесь, либо же постоянно на таблетках, одурманивающие вещества и тому подобное. Но человек свято верит, он живет фантазиями, что у него... Вот, понимаете, мне идет вот песня такая была, это просто жесть. Из КВН, по-моему... Не помню, как называется эта команда. Мне всего лишь 36, у меня все впереди. Понимаете? Вот, ну, вбейте в гугле, посмотрите этот ролик, там просто оборжаться можно. Вот это вот здесь проходит. Не факт, что ему 36 лет, ребят. Это я просто, вот мне идет эта песня в голову, понимаете? Вот положение... мыслей и ситуации в жизни у этого мечевого на данный период времени. Он может работать, а деньги утекают мимо него. Он может во что-то вкладываться, понимаете, но здесь человек тупо заперт в своих фантазиях. Так, ладно, фиг с ним, с мечевым, забыли о нем. Давайте посмотрим... Вот, значит, начал этот практик по вам трудиться, работать, пыхтеть, потеть. И что ему прилетать начало? Тут сразу же пошли проблемы с женщиной, к которой этот человек искренне относился хорошо. Здесь может проходить мать, сестра, кого он любил, его любимая женщина, его хорошая подруга, знакомая. Здесь человек, который... С ним очень, он, короче, дорожил этим человеком, понимаете? И эта женщина все начала за ним с ним борьбу, начала бороться, меряться. Понимаете, настойчиво соперничать с ним.
То есть он полез к вам в пространство и тут же начал терять людей, к которым он сердечно привязан. Дин-дон. Это был первый звоночек, видимо, его пропустили. Эта женщина перестала быть расположена к нему. Здесь могла женщина предать, то есть, ну, сходить налево-направо. Верность могла обрубить по отношению к этому мужчине. Кстати, здесь пошло еще соревнование с силами, если ему помогала бабушка, прабабушка, мама, кто-то по женской линии, по линии отца, какая-то женщина из умерших, она сказала: «Вот, выкуси-ка, работа прекращается, не могу я больше с тобой сотрудничать». Здесь могут проходить скандалы за то, что у кого должно быть из богатства, из нажитого, понимаете? Возможно, здесь с кем-то сотрудничал вместе и не поделили доходы от клиента. Вот оно как. Этот человек, эту женщину, возможно, даже мог влюбить в себя. Вот, девочки и мальчики, веселого с ней настроения ему хотелось, Переписки были, веселое общение, новостей ждал, развлечения с ней ждал. Вот. Волнение трепещущее внутри было у мальчика. Ему нравилось, что есть какие-то препятствия, понимаете, вот этот азарт и возбуждение. И это все было с помощью силы. И эта женщина, видимо, еще могла взбрыкнуть, тоже как вариант. Здесь, возможно, хотел какую-то силу на себя переключить, вызвать. И тоже здесь и финансы, и стабильность, и личная сила как практика, понимаете? Помощь тех же сил высших, низших. Этот мужик слишком привязан к своим вещам, понимаете? Привязан к вещам, все, мое типа. Ладно, штрафанули тебя. Давайте так, что ты до сих пор лезешь? У тебя там уже все посыпалось. Ну, то есть, ну и крыша съезжает, судя с твоих глупейших телодвижений. Зачем ты дальше лезешь? Что тебе надо? Что он хочет от вас? Что за инициатива? Хочет, значит так, сидит, ожидает послания от темных сил, когда у вас там начнутся такие серьезные проблемы, когда у вас будет разбитое сердце, чтобы все подарки, которые вам даны силами в вашей магии, в вашем деле, если вы не практик, ваше умение, понимаете, ваш дар вести людей, ваш дар вести дело, ваш дар на новые идеи, на вашу инициативу и так далее и тому подобное, вот это хочется забрать. Здесь крадники на ваши магические способности. Не умеет так, как вы, понимаете, сидит и учится у вас, понимаете, вот наблюдает, шпионит, как крыса, ссыкливая, тупая крыса. Уже настолько досиделся в ожидании, а когда же моя работа ляжет, когда же она сработает, защиты с вас стягивают, понимаете, не может, блядь, понять, почему вы уходите от его нападок, что же у вас там за защита, не получается защиты снять, да потому что ты никто, блядь, чтобы такие защиты снимать, не доросло ты еще, просто не доросло, вот тебе дали урок, пришел к тебе этот лох, и ты в итоге в лоха превратился. С чем торжественно тебе витаю я. И вот смотрите, до такой степени досиделся,
ожидая этих плохих известий, уже эту клевету сам распускает, уже его бесит. Досиделся до того, что все, в болезненном состоянии. Не использовал человек свои возможности, понимаете? Не туда энергию вкидывает. Грустит, плохое самочувствие, страдания, неуверенность. Неуверенность в себе, в своих возможностях и в своих силах. И вот это все он хочет переложить на вас. Воздействуя на вашу шестую, седьмую, в основном последнее время, на шестую чакру. Били и по пятой, чтобы творчество вам перекрыть. Естественно, по третьей тоже крадники на финансовый канал. Досиделся. Ладно, что он такой тупой, и так ясно. Давайте я по-другому спрошу. Что хотят... Загребаем. Что хотели ему высшие силы, чему его хотели научить через вас? Этот человек на тот момент, когда начал работать по вам, у него получалось все в магии. Его пытались научить, показать через вас, что такое на самом деле настоящий обмен между практиками, между энергиями, вообще во Вселенной. Здесь человеку, понимаете, он так сказал: я, короче, слышу предупреждение, но я совершу эти ненужные энергетические траты и денежные тоже, потому что здесь хочется посоперничать и доказать самому себе в первую очередь. Когда люди соперничают с кем-то, они доказывают себе, что они хоть что-то значат. В своих же глазах для себя. Это очень неуверенные в себе личности, понимаете, закомплексованные, затравленные, прикрывающиеся еще и магией потом по итогу, чтобы никто это не прознал. И чему ему еще учили? Что гнев свой нужно уметь сублимировать в действии, в поступке. А что Вселенная хочет вам донести через воздействие этого персонажа на вас? Императрица, девочки и мальчики. То, что вы императрица. У вас плодородие, вы деликатны, вы действенны. То есть вы действовать умеете, вы умны. Но ум здесь, знаете, это дело такое. Лучше быть мудрым. Вы понимаете других. Вы благотворно влияете на людей. Вы даете помощь. Вы хорошая мать, вы хорошая жена. Причем такой жены и матери у этого человека точно не было и не будет. Ну, возможно, мать, ладно, это не буду я туда копать, но такую женщину он никогда не встретит. Он искал такую. Когда как-то там что-то было примерно похоже на его фантазии, он с помощью магии притягивал к себе этих женщин. Практик, да? Убожество. Просто убожество. Так. И что вы еще должны понять? Здесь отшлифовка ваших способностей уходить от влияния на вашу сердечную чакру. Здесь умение, здесь, понимаете, вы умели, вы отшлифовываете. Вот благодаря вот этому вот практику вы просто отшлифовываете теорию на практике. Вот знаете, чтобы вообще все идеально было, чтобы вы четко знали, когда, что,
происходит, когда пытаются вам что-то подселить в вашу голову, явно не ваши мысли. Когда пытаются влезть в ваше пространство, разосрать вас с достойными людьми в вашем окружении. Когда пытаются вас вывести, знаете, как заставить вас поклоняться какому-то мужику, только потому, что он, блядь, так захотел. А эти отношения, вы должны были научиться понимать, что есть неприятные отношения и уходить от таких людей. Понимаете, которые пытаются вас поработить с помощью магии, чтобы вы к кому-то там приползли и в любви признались. Вот для чего, ребята. Знаете, вы тут прошли и Крым, и Рим. Хочется мне сказать. Вы не просто так имеете то, что вы имеете, что пытается у вас отобрать вот этот вот практик, который не прошел свои уроки и испытания от Всевышнего. Вот коль он не прошел, коль ему хотелось иметь то, что имеете вы, вот теперь он будет проходить те же уроки, которые проходили вы. Если у вас были ситуации, когда вы были между жизнью и смертью, он пройдет ровно столько же. Его психологически просто уничтожат как человека. Он начнет с самого дна. И там или сдохнет, или оттолкнется и всплывет. Но чем больше он на вас дергается, тем больше шансов, что всплыть у него не выйдет. Силенок просто на всплыть не хватит. Он их все потратит на зависть, на ненависть в вашу сторону. Потому что вы его уделали. Вы прошли свой путь деградации и проработки уроков 3D мира. Были ситуации, когда вы отворачивались от своих знаний, от своих предков, от силы, которая вам давалась. Вы не хотели чего-то замечать, да, вы деградировали, вы были на этом дне. Вас ставили очень часто на эту границу, на этот излом. Через неожиданные перемены, трансформации. Мясорубка. Ну вот, значит, и он будет то же самое теперь переживать. И каждый, кто пытается забрать что-то у кого-то другого, помните об этом, вы проживете ровно тот путь, которым человек добивался и шел к своей цели, и что он переживал при этом. Но помните, что у вас, возможно, может и не хватить сил, мудрости, поддержки, любящих людей рядом, искренне вас любящих, которые вам помогут. Вот так-то, ребята, господа. Что я могу сказать по этому поводу? Знаете, из этого расклада основное то, что вы должны сделать для себя. Вот какие выводы, чему обучиться. В отличие от этого человека вы себя проработали, и вы, в отличие от него, умеете сублимировать свой гнев в определенные вещи. Ему бы у вас поучиться. Но из-за своей гордыни он никогда этого не сделает. И это уже его проблема. Давайте посмотрим, что его еще ожидает после того, как вы посмотрите этот расклад. В моем случае, когда вот этот человек и его посмотрит. Да? Наказание здесь по закону. Здесь знаешь что, милый, я тебя поздравляю. Встречай прекрасного. Ты же там у нас слишком был, проявлял
желание в прямом эфире чему-то обучить меня, вот, у тебя предоставится такая возможность. Пообучаешься с таким созданием, как Йормургандр. Тебя по такой закольцовке впихнут до тех пор, пока ты не пройдешь свой урок. Пощады не жди. Ты ж много знаешь чего. Вот, будешь знаком лично с этой энергией. Наказание, печаль, слезы, отчаяние. Невозможность воздействовать на любую ситуацию в твоей жизни. Вот хочешь дышать, а не можешь. Ведь ты тоже делал такой деструктивно людей. Ты доводил людей до такого состояния, потому что есть определенные кармические задачи и уроки. У большинства душ примерно плюс-минус моего поколения, но плюс-минус это где-то 15 лет, туда-сюда. При воздействии на человека через любовную магию слишком, свои, понимаете, вот много дано, но и спрос большой. Так вот, за то, что вам дано было, с вас и был спрос. То есть на кого-то так повоздействует, у этого человека, знаете, будет что-то по минимуму. Вас могли доводить до суицида. Вот так на вас это действовало. Это кармическая родовая программа. Это бич многих поколений. Умение это все отслеживать, контролировать, сопоставлять и не подпускать к себе деградантов. Вот то состояние у каждого из вас, из нас, оно было по тем или иным причинам. Да, когда не хотелось уже ни дышать, ни жить. Вот это ждет вашего недоброжелателя, вашего Д'Артаньяна. Моего-то понятно, вашего то же самое ожидает. У него будет скрипеть потертое седло по 1 число и немножечко дальше. Он будет несколько десятков лет проживать, знаете, в каких датах? В 31 февраля. В 30 и в 31. Ну, смотрите, 10 мечей дьявол. Все, я закрываю расклад, я хочу. Вот так вот. Вот обращался к 15-му. Не знаю, понимал ли этот человек, что такое 15-й, или не понимал. Это уже, опять же таки, их проблемы. Но 10 мечей и 15-й аркан, а он только к нему и умеет обращаться. Понимаете? Что у тебя там с твоими работами по храмам? Умеренность. А раньше? Обманутые ожидания у человека. Человек с ним не сотрудничают силы через храмы. Возможно, у кого-то этому пытался обучаться, да, но его как-то не зацепило, не получил должного роста, должных подарков, понимаете, от этой работы. То есть в храмы, если подастся, там ответа и он не дождется. Хорошо, теперь следующее. Что тебя ожидает на местах силы? Поедет, поедет, еще и как поедет. Власти хочу. Так те силы прекрасно знают, чем ты занимался, занимаешься, и что на самом деле, с какими на самом деле ты вещами к ним прешься. Я не понимаю, это насколько нужно быть глупыми, чтобы приходить к многовековой энергии, я не знаю, там, как хотите называйте. Ну, допустим, ё-моё, ну что, ну давайте для примера. Ну, возьмем Одина, давайте Одина возьмем, да, все его знают. Допустим, Один. Ты приходишь к нему что-то просить. Вот эти люди, они не понимают, в чем истинный обмен с этой силой идет.
чем на самом деле ты платишь. Ты не платишь деньгами, не платишь жертвоприношениями, даже этому 15-му. Твоя зарезанная курочка, кабанчик или даже лошадка, да срать 15-й на это хотел. Понимаешь, это на время, пшик. Работало. Да, это работало раньше. Но того мира уже больше нет. И врата в него давно заперты. И коль ты, находясь здесь, не в состоянии осознать, что все, лавочка закрыта, и такие, как ты, вот, обережно двері зачиняются, и твоя голова здесь, а туловище вот там находиться будет. Голова в вагоне, а все тело в мясорубку будет, в мясо изрублено, а потом и голову туда вкинут. Ну, если не догадаешься. Себя не проработаешь. А вы не умеете себя прорабатывать. Вот такие деструктивщики не умеют себя прорабатывать. Они не понимают, что такое вообще, в чем смысл существования, воплощения и тому подобное. А зачем, когда в рыло нужно позапихивать? Когда немножечко что-то там было дано, вот так дано, начал управлять людьми, получилось, вау, я боженька. Ага, множенька ты. Внимание, сил хочу, одарите меня, я к вам еду, я к вам с дарами. Поощрений хочу, успеха хочу. Ой. Знаете, здесь будет, ну вот реально и на горбатой козе к ним подъезжать, и на хромом ишаке, и на одноглазой лошади. А башня? И башня эта ему на голову падает, понимаете? Я спросила, что хотят высшие силы этому человеку вот, ну, передать. А что энергообмен с ними будет у него зависеть только от того, насколько он поймет и осознает важность каждого своего выбора с учетом тех сил, которые ему были даны. Что не всегда методы оправдывают цель. Методы и средства не всегда оправдывают цель для достижения успеха, победы, ясности. Не тот выбор делал для всего этого, не тот. Не тот брат. Итак, что будет с твоими силами до конца этого года? Помните, с чего начиналось? Карты какие остались, вы видите? Они у меня и выпали. Я перетасовывала колоду не раз при вас в течение всего расклада. Ими же и закрывается. Знаете, что будет с его силами? Этот человек и дальше будет. Этот человек, шпионя за вами, у вас учится. Вот, допустим, как этот Д'Артаньян смотрит мой канал. Вот ты серьезно думаешь, что я рассказываю абсолютно все?
И ведь понимаешь, милый, я же не отвечаю. Я отвечаю за свои слова, но я не отвечаю за то, что ты себе надумаешь, слыша те или иные мои слова. Потому что если учесть того, кто к тебе обращался для воздействия на меня, и я уже прекрасно вижу, что ты в энергиях этого же человека, и дальше будет еще ниже, быстрее и хуже, и это твой путь теперь. Я, понимаешь, вот ты следишь. Вот смотрите, ребят, будет следить за вами, учиться у вас. Будут попытки еще вам крадники поделать, и девятку мечей, и насмерть, возможно, и так далее, и тому подобное. Но знаете, что я вам хочу сказать? Вы-то это все держите за спиной. Я вам хочу сказать так, у вас будет шикарный, прекрасный результат. Вы можете добивать этого недоброжелателя. Естественно, мой расклад не последняя инстанция в принятии для вас вашего решения. Вы должны уточнить у ваших сил, с кем вы сотрудничаете, с вашим родом. И здесь ровно, вот понимаете, здесь именно работа с 15-м арканом, со своей темной эпостасью, со своей темной сутью. Здесь работа на изничтожение до полной вашей победы. Вот такой вот у нас сегодня расклад. Вы одержите победу. Вам на это даны. Ну, понимаете, опять же таки, расклад общий для всех, но я здесь смотрела и лично для себя. То есть лично я для себя прекрасно знаю, что мне на это даны все санкции. И там есть свои нюансы. Увы, просто знайте, что вы не должны никого жалеть. Вам открыты дороги на то, чтобы вы дали обрат теми методами, которыми воздействовали на вас. Расклад уже у нас подзатянулся право, и тем не менее Таро Веретника буквально несколько карт. Пожалуйста, возвышение, свершение, помощь. Помощь вам будет в том. Ну, вот я озвучила, вот, пожалуйста. Вы подниметесь по вибрациям. Потому что, понимаете, вот это убожество лезет, лезет, лезет в ваше пространство, в вашу жизнь. Да ты создавай свое, сиди. Попробуй сам создать. Не только разрушать чье-то, свое слабо создать. Вообще, что у тебя в жизни там есть? Да пусто все, все наносное, все воздушные замки. Короче, ребята, я вас поздравляю, здесь предки, духи рода и определенные силы. Ну, повышают, вы повысите свои вибрации, вы победите этого недруга, свершится правосудие и помощь вам идет уже. Уже, если не вот-вот на днях пришла и вам все показали, значит, скоро этот ключ вам вложат в руки и скажут, что вам делать. Убирайте состояние жертвы и образ «я же мать Тереза», я не буду работать теми методами. Иногда, ребята, понимаете, не нужно слишком... Коль вы по кодексу работаете, вот через вас пройдут ровно те энергии, которые должны пройти. Но для этого нужно определенное внутреннее состояние. И вы даже не будете заморачиваться сложными черномагическими ритуалами. Не в этом суть. Уже все абсолютно по-другому проходит. Понимаете? Короче, это очень тонкий такой момент. Я, в принципе, сказала все, что хотела. Кому интересно, обращайтесь по поводу этих всех моментов. Но этим всем моментам я обучаю только при личных, на индивидуальном обучении, потому что это все крайне индивидуально и очень тонкий вопрос в этом
деле. Но те практики, которые поняли, о чем я говорю, которые прекрасно осознают, что такое есть истинный баланс, что такое есть справедливость среди доброты, я думаю, вы меня верно услышите. Ибо нехуй, ибо заебло. Всем осознанным добра этого мира. Пока-пока.